Всем привет! Сегодня расскажу вам, как обновить BIOS на материнке Gigabyte. Что нам для этого нужно? Для начала нам нужна флешечка любого объема. Можете взять 8, 16, 32, без разницы. Дальше вставляем флешечку в компьютер, форматируем ее с помощью файловой системы FAT32. По умолчанию она всегда стоит. Отформатировали. Дальше нам надо узнать название вашей материнской платы и версию BIOS старого. Вот если у вас Windows 10, в поисковике пишите вот такое сведения о системе. Переходите. Сразу видите модель материнской платы B450 Aorus M. Изготовитель Gigabyte, да? Записывайте себе где-то на бумажечку и версию BIOS. И видите, вот она F63A. Записали. Если у вас не десятка, да, у вас нету тут поисковика, можете скачать AIDU. Бесплатная версия, она там работает 30 дней. Ссылочку оставлю в описании. И там тоже можно вот так вот посмотреть, сейчас покажу. Открываете саму программу AIDU, да, системная плата. И тут есть BIOS. И оно пишет тоже вам версию BIOS. А если на системную плату нажмете, то название системной платы тоже пишет. Дальше переходите на официальный сайт вашей материнской платы, да, Aorus пишите .com или Gigabyte. Сразу первое, переходите. Дальше выбираете продукт, то есть материнскую плату, да. Дальше выбираем вот по чипсету. Материнская плата у вас была там, да, у меня, например, название B450, значит чипсет 450 и материнская плата B450. Выбираем. Дальше ищем полное название. Вот материнская плата B450 Aorus M. Открываем. Тут есть вот, сейчас будет служба поддержки. Кликаем на нее. Далее выбираем операционную систему. В моем случае это Windows 10 64 бита. И смотрим вот, да, BIOS. Открываем, скачиваем последнюю версию BIOS. Скачали, да. Но только смотрите внимательно, если у вас тут снизу будет какое-то примечание. Вот, к примеру, покажу, да, вот такое примечание, что сначала нужно обновить там версию BIOS F40, а потом все остальные. То есть, если у вас там, к примеру, была 32-я версия BIOS, то сразу 63-ю обновлять вы не можете. Сначала обновляете до 40-й, а потом обновляете до 63-й. Все скачали. Дальше просто копируем ее на флешку нашу. Извлекаем ее из архива. Тоже на данную флешку. И все, перезагружаемся в BIOS. Чтобы перезагрузиться в BIOS, при перезагрузке нажмете кнопочку Del. Вот, собственно, материнские платы. И вот кнопки Key надо нажимать. Перезагружаемся. Кликаем перезагружаемся. При загрузочке нажимаем кнопочку Delete. Все, попали в BIOS. Дальше нам надо вот такая вот программка QFlash. Кликаем. На нее открываем, видим, да, вот пишет версию BIOS. И выбираем здесь Update BIOS, то есть обновиться. Вот, собственно, сразу нашлась наша флешечка, да. Кликаем на название BIOS. Здесь кликаем.
Нажимаем далее. Вот оно загружает. И нажимаем Press to Start. Если у вас материнская плата с двойным биосом, да, то есть два биоса на материнке распаяно, то вот снизу будет такой значочек. Ставим галочку, нажимаем Press of Start и молимся, чтобы не пропал свет. Собственно, идет обновление в зависимости от вашего компьютера, и у вас появится вот такое название. И сам компьютер перезагрузится. Вот, собственно, все. Компьютер перезагрузился. Все, входит в систему. Всем, кому помог, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Спасибо, до свидания.